20 сентября 2021 года было основано 910-е государство, в котором я основал клан Штурм и одновременно с этим создал YouTube-канал Vikings Твой Штурм. Перед открытием государства я сделал видео приглашение для викингов, в котором призвал всех желающих организовать сильный и дружный клан. 28 декабря 910-е государство открывает свои двери для всех ярлов. Это совсем молодой ВОЗ, в котором бурлит жизнь. Я не ожидал, что меня поддержит так много людей, и в первый же день после открытия 910-го государства мы захватим место силы. Далее, на этом канале я буду вести летопись нашего клана и фиксировать все самые яркие моменты его жизни. 29 декабря я приплыл в 910-е государство на своих дракарах и сразу занялся строительством цитадели для нашего клана. Первым, кто откликнулся на мое приглашение, был легендарный викинг Казах Намат, которого зовут Арман. Уверен, что многие из вас его знают, так как он был конунгом и вождем как минимум в 5 кланах. Увидев мое приглашение, Арман решил мне помочь и написал, что я могу на него рассчитывать. Это вселило в меня уверенность и подняло боевой дух. Также со мной прилетел викинг Рудик, которого зовут Кирилл. Хороший парень, который учится в 11 классе. Мы познакомились на моем сервере в Дискорде. Узнав про мои планы, он захотел лететь со мной. Правда, попросил взамен небольшую спонсорскую помощь в виде ресурса. Тогда я и подумать не мог, что уже через несколько дней Рудик из друга превратится во врага. Местные аборигены встретили нас очень тепло и быстро вырезали у Рудика всех шпионов и даже собрали для него пару штурмов. Следующим, кто присоединился к нашей команде, был Айрон Васп. Айрон поинтересовался, буду ли я драться как настоящий мужик. Я ответил yes, и Айрон зашел на борт нашего клана. Через пару часов к нам постучался викинг с ником «Он так хочет» и спросил, нужны ли нам убики. Я сказал, что не помешают, и принял его в клан. Как потом оказалось, это было абсолютно правильное решение. Саша хорошо разбирается в игровых смайлах, и это очень помогает в сложных ситуациях. Вот так выглядел наш клан на этот момент. Далее я познакомился с Дон Блошгард. Он и его друзья Антеус и Блошгард также решили присоединиться к нашему клану. Щит с МС упал 2 часа ночи по Москве. У Армана в это время было 5 утра, и он спал. Крепились двойниками. Я, Рудик, Айрон и Дон. Рудик сидел на Т8, остальные были подушкой. И перезаводили войска после соло-атак и штурмов. Всего было около 15 похожих атак. Мои потери составили примерно 450 миллионов Т7 войск, но мы смогли удержать МС. Это была очень важная победа для дальнейшего развития нашего клана. На следующий день был первый деф Циты, и к этому времени наш клан выглядел вот так. Тут к нам по ошибке присоединился Джигит, который летел к нашим врагам, но ошибся дверью. И дающий Чапалах, который вскоре перебит в клан врага, после того как нам не удастся удержать МС. Деф вместо силы на второй день прошел без проблем. Наш клан стал сильнее, и соперникам не удалось пробить нашу защиту. В этот день к нам присоединилась Заноза, она же Синеглазка. Практически все кланы и персонажи в 910 государстве были сделаны ее руками. Ее советы и друзья очень помогли нашему клану в самом начале его пути. В битву королевств мы играли с кланом Иерархия и прилетели к ним в ВОЗ, чтобы попытаться забрать их место силы. В это время Рудик решил, что он второй вождь клана, и начал распоряжаться титулами. Далее он вообще попросил передать ему главу клана, потому что я все делаю неправильно и даже штурм не умею в МЦ завести как положено. После того, как я ему отказал, он сказал, что в таком случае выведет свои войска из МС, но так и не решился это сделать. Нам удалось закрепить место силы соперника и впоследствии выиграть битву королевств. На следующий день Рудик продолжал раздавать указания в клане, не согласовав их со мной. Пришлось напомнить ему, кто вождь в нашем клане. После этого он вышел из клана и вступил в план нашего главного соперника в государстве, с которым мы сражались за место силы. А спустя еще 2 часа нас ждал сюрприз.
Казалось, что наш соперник на Хольмганг будет именно тот клан, с которым мы воевали за место силы. Это означало, что тот, кто захватит МС, победит и Хольмганг, так как у него будут титулы. После предательства Рудика клан врага стал сильнее. Наш план заключался в том, чтобы ввести войска в МС до падения щита и с титулами принять несколько штурмов соперника, после чего быстро выйти, собрать штурмы и закрепиться. После очередного штурма врага я дал команду всем выходить. И именно в этот момент нас ударил еще один штурм. Враг выбил нас из МС и быстро закрепился Т8 тиром. Так мы потеряли контроль над МС и впоследствии проиграли Хольмганг. Это было серьезное испытание нашего клана на прочность. Сразу после потери МС к врагам перебежал дающий Чапалах и Альфа и Омега. Тем временем началась наша первая битва кланов, которую нам предстояло играть без МС и в меньшинстве из-за дезертиров. Нашим соперником был клан Драйв из 85-го королевства с 5-й башней Одина в цитадели. В нашей цитадели на тот момент была только 4-я башня Одина. Да и людей, чтобы дефить 5-ю, не хватало. Кроме этого, Арман часто был без интернета из-за событий в Казахстане. Поэтому для победы нам нужно было захватить место силы в государстве соперника, а после этого наклепать 8 миллиардов Т7 войск. В это время Мирослава пригласила в наш клан Александра с ником Страха Нет, а он позвал к нам своих друзей Хэппи и Рожденного в Огне. Также к нам в гос прилетел Храбрый и решил вступить в наш клан. Благодаря этим ребятам нам удалось захватить место силы соперника. А Динар с ником Храбрый дал необходимый ресурс для клепки войск. Таким образом нам удалось победить нашу первую битву кланов. На следующий день мы захватили МС в нашем государстве без боя и стали топ-кланом 910-го государства. Так закончилась первая неделя жизни нашего клана. Я благодарен всем, кто поддержал меня и помог создать наш клан. Вместе нам удалось захватить место силы 910-го государства. За очень короткий промежуток времени нам удалось создать сильную и дружную команду, которая сможет преодолеть любые испытания. Мы всегда рады новым викингам в нашем клане. Вместе мы захватим главный трофей этой игры – трон Йотунхейма.